Друзья, всем привет! Наконец-то свершилось долгожданное событие. Я получил посылку из Японии. Она на 5,5 килограмм. Вот такого вот объема. Еле дотащил с почты. Значит, и сегодня я хочу рассказать, собственно, о содержимом этой посылки. То есть мы ее распакуем, естественно. Ну и пару слов скажу о всех там, как говорится, подводных камнях, которые были, которыми сопровождалась эта посылка. Вот. Если вам интересна именно сама уже распаковка, можно промотать вперед. Ну, поехали. Итак, во-первых, все содержимое этой посылки, у меня тут есть несколько накладных. Это, в общем, в названии это, в принципе, уже увидите. Это здесь внутри автомобили, масштабные модели автомобилей в 28 масштабе. Вот. Они все были приобретены мной в Японии на аукционе. Каждый из которых, каждый лот, у меня тут есть накладной, здесь вот целый список. Каждый лот, за каждый лот приходилось бороться, скажем так, по несколько дней, там понервничать немножечко, перебивать ставки и так далее. Вот. А затем, после того, как я собрал все уже эти лоты в одну посылку, вот, собственно, их получили, то есть я это все делал через посредника, посредник получает все эти лоты у себя на складе, перепаковывает в одну эту коробку и отправляет мне вот уже, собственно, морским путем. Вот. Дальше длятся долгие месяцы ожидания. Вот. Почему? Потому что там ковид и прочее, плюс путь не близкий. Вот. Это все шло там самолетом, поездом, аэропортом и так далее. Вот, то есть сначала морской путь, потом по земле. В итоге весь путь занял 75 дней. То есть, как и прогнозировали, там 2-3 месяца, так оно, в принципе, и получилось. Я даже ее раньше получил. Вот. Самое интересное, почему я, собственно, эти все бумажки тут перед собой держу, вот, и не спешу распаковывать. На почте, когда я вот буквально час назад пришел на почту, мне вынесли мешок, в котором она была, эта посылка, и к мешку были привязаны две интересных накладных, в одной из которых было указано, что тут никаких там тарифов, наложенных платежей и прочего, везде 0 рублей 0 копеек, вот, из Владивостока, оператор товарищ Гуревич. Вот. И вторая, более интересная такая вот заметочка, тут мой адрес, а тут опять же товарищ Гуревич и пломба. Что это значит, я сначала даже не понял. Вот, посылку вынесли в мешке, к мешку вот это было приклепано, заделано, как здесь написано. Вот, а все оказалось очень просто. Посылка-то ехала в коробке, никто ее, в принципе, не трогал. Ну, потом ей решили поиграть в футбол. То есть вот здесь у нас пробитие, здесь пробитие, как танкисты говорят, снизу тоже есть. Вот, и, собственно, во Владике решили ничего лучше, чем просто, как говорится, перепаковать ее, но по факту ее просто забросили в мешок, прикляпали вот эту вот вещь и, в принципе, и все. Ну, я очень надеюсь, я еще ее не открывал, это очень волнительно на самом деле. Вот, я очень надеюсь, что там все в порядке. Да, оно так и есть. Японцы-то по идее должны очень хорошо это все упаковать, потому что за это оплачена определенная сумма. Вот. А что касательно аукциона и приобретений, это я как-нибудь в отдельном ролике, может быть, расскажу, если так будет кому-то интересно. Вот. Ну, в принципе, я думаю, на этом предисловие можно заканчивать. И сейчас мы уже перейдем на стол и распакуем эту посылку, посмотрим, что там и как. Ну, пока на этом все. Приятного просмотра. Итак, мы уже, собственно, на столе. К сожалению, коробка вся не влазит в кадр. Ну, в принципе, она-то не особо важна. Я надел перчатки, чтобы не оскорблять ничьи чувства при распаковке содержимого. Вот. Ну и, в принципе, сейчас мы все это распакуем. Это здесь все на столе окажется. Я надеюсь, там находится то, что я ждал все эти почти 3 месяца. Вот. А более подробные описания, более подробные обзоры всех машин, которые там находятся, я думаю, буду отдельно снимать, потому что, там на самом деле очень интересно, там есть на что посмотреть, вот, и о чем рассказать. Ну все, я начинаю распаковку. Очень мне волнительно это все, я думал, буду нервничать при записи обращения в начале, но сейчас на самом деле сердце колотится еще больше.
кстати, 5,5 килограмм, однако. Ехали, эта коробка пережила обращение и нашей почты, и чужой почты. Так, я попробую вот так, конечно, сейчас сделать. Нет, все-таки она не влазит в кадр. Так. Да, надо было подготовиться, конечно, получше. Значит, у нас тут картон, плюс такие вот вещи. Это чтобы мне мягко жилось. Ну и, собственно, нет, я все-таки должен это заснять. Это очень интересно. Вот так это все выглядит здесь. Каждая машина упакована отдельно. Плюс еще мягкие всякие тут приколы. Вот. Ну, все, сейчас начнем уже нормальную досъемку. Так, ну что, я спустил коробку, в общем, со стола. Потихоньку буду доставать все содержимое и распаковывать. Итак, вот это у нас 3 кузова, которые, кстати, при перепаковке очень сильно похудели, потому что их сложили вот так. Это, конечно, не очень здорово, но, в принципе, все аккуратненько. Они там в любом случае шли в описании junk, то есть, ну, хлам, скажем так. Но кому хлам, а для кого-то это очень ценные вещи. Я думаю, уже и через пакеты видно эту красоту. Итак, это у нас Ferrari FXX, она с повреждениями. Тут у нас стекло отсутствует. Тут у нас тоже какой-то колхозик присутствует. Но, в принципе, очень даже неплохо, потому что в реалиях нашего рынка, на Авито и так далее, даже вот эта вещь стоит каких-то неадекватных денег. Это у нас ламба. Ламба у меня такой уже есть один, только у меня черный, этот желтенький. Этот даже в каком-то более приличном состоянии. Я думаю, прекрасно видно, как эти машины окрашены и полированы. В этом и смысл, в принципе. Я думаю, видно хорошо. Вот так вот, пожалуй, сделаем. Вот. Думаю, очень хорошо видно сейчас их окраску и полировку. Чем, собственно, и славится эта компания своей продукцией. Это тем, что они красят машины очень здорово. И многие из них полируются вручную. Так, ну это я уже увлекся. У нас так обзор идет очень надолго, растянется. А я планировал по каждой машине отдельный обзор снять. О, отлично. Это у нас подарок от японцев. Конфеты. Вот. Так, ну и, пожалуй, продолжим. А это у нас кто вообще? Странно. Что-то есть такое. Не помню. А, да. Это у меня 2 машины. 2 Тойоты тут. Белые. Я не очень хотел белые брать, просто, ну, на белом цвете. Тут даже с отпечатками. Это вообще отлично. На белых машинах не очень хорошо видно. Да, отпечатки надо будет стереть. Ну, собственно, вот легенда дрифта. Да, это ее почистить надо. Могли бы, конечно, перед отправкой почистить. Ну да ладно. Да, еще в чем... ну, я сейчас очень много, конечно, буду нюансов рассказывать по поводу компании Киоши, по поводу серии Mini Z. Но из такого самого очевидного могу сказать, что у машин, у которых должны открываться фары, за исключением более старых ранних серий 99-го года, более поздние, там, где фары должны открываться, к ним идут отдельно заменные элементы. Вот здесь видно, я думаю, видно винты. И ты ставишь фары, которые открытые. То есть максимум реализма, максимум там детализации и так далее. Ну пусть так пока постоит. Сейчас обзор затянется на несколько часов. Это у нас Celica GT4. Очень, кстати, странно.
Странно то, что здесь немножечко больше. Здесь немножечко больше, скажем так, подарков, чем я ожидал. Это Celica GT4 на каких-то крутых дисках даже. Ну, я знал, что там шасси есть, но там не было видно на фотографии, что тут еще такие крутые диски. Вот они шли вдвоем, эти две машины шли вдвоем. Вот. Ну, цвет я не очень хотел, просто фотографии, честно скажу, были вообще ужасные. Вот они вдвоем одним лотом были, там вообще не разобрать, просто невозможно было разобрать, что там внутри. А здесь у нас обычная, как говорится, дамми. Вот, а здесь прям шасси, которое на ходу, ее можно даже запустить будет. Но это как-нибудь в следующем видео. Ну, пока вот так вот. Все, продолжаем. Итак, это у нас тоже что-то. Это у нас Golf AVD. Тоже вещь, за которую пришлось даже, я скажу так, переплатить. Ну, переплатить по меркам японского аукциона, а по меркам нашего Авито это все очень даже доступно. Что-то его тут повредили, похоже. У нас тут АВД шасси, и вот он Гольф. Не в самом лучшем состоянии, конечно. Да, но в принципе это мне-то что. Вот. И так неплохо. Он, наверное, и не собирается. Хотя... Нет, все собирается отлично. Вот этого я тоже, кстати, этого не было видно. Здесь диски железные и имитация тормозных дисков. А это дело в том, что такие детали стоят тоже отдельных денег, скажем так. Так, у меня тут уже хлам-бедлам, нужно лишнее убирать. Вот так. Ну, аппаратура Гольфу, я по аппаратурам буду снимать отдельный ролик, потому что они там менялись по годам производства, эти аппаратуры менялись, и к ним шли разные плюшки. Вот. В принципе, тут особо рассказывать нечего, это просто 27 МГц с наклейкой A2, между прочим. Вот, что, в принципе, тоже неплохо. Это одна из первых аппаратур компании Kioshi. Фух, слава богу, нет батареи. Ну, обычная аппаратура. Здесь у нас дополнительные регулировки. Это я, кстати, не сразу нашел даже. Вот, ну пока так. Дальше. Сейчас мы распакуем. Вот, отлично. Как раз к слову, это уже более поздняя аппаратура этой компании. То есть первая у них шла 27 МГц, и это не очень удобно, потому что, ну, наводки там всякие, помехи. Вот. А вот это более поздняя аппаратура, уже 2,4 ГГц, то есть она более современная. Тут даже что-то какая-то USB-шка есть. Вот, тут у нас всякие триммеры. Вот, ну, прикольно. Рыба, я ее называю рыба. Вот я только не помню, как там батарейный отсек. А, да, вот. Блин. За что вы мне это делаете? Ребята, чтобы вы понимали, батарейки, там очень строго с этим. Батарейки нельзя пересылать. Ну, нежелательно, по крайней мере, пересылать. Вообще, в принципе, морским или авиапутем. Ну, зато у меня есть какие-то батарейки с надписями, с очень необычными. Но это очень нежелательно делать, и посредник об этом говорит, и все перевозчики. Даже не потому, что там, да, понятно, есть вероятность там взрыва литий-ионных аккумуляторов и прочее. Да просто элементарно за время в пути вот эти обычные солевые батарейки могут потечь, и все, и придется уже восстанавливать. Блин, что-то не лезет. Все, готово. То есть всегда все просят, и продавцов, и те, кто пересылает это все, просят, не кладите батарейки в комплект. Ну вот кто-то ошибается и вот так выходит. Так, я думаю, уже чуть-чуть вот так сейчас сделаем.
Пока видно, да? Надеюсь. Ну, поехали дальше. Это у нас просто коробка. Коробка. Ну, я о ней расскажу. Тут особо рассказывать нечего. Это упаковочная коробка от Celica GT4. В таких коробках обычно идут кузова. Только кузова внутри этой коробки. Вот он идет, он продается отдельно. И ты выбираешь там, сегодня хочешь на этой машине, поехал, завтра на этой. Все, вот. Но смысл в том, что если эта коробка не вскрывалась и не распаковывалась, то ее стоимость сразу там в разы повышается. Обычно это можно определить по вот такой пломбе. Если коробка не открывалась, то, естественно, там цена просто космическая. Так, поехали дальше. Да, это у меня один из самых ранних, самых первых моих лотов, которые я выиграл на аукционе. Вот, там была ошибка с названием, ну и плюс это в январе было. То есть у нас здесь написано Chevrolet Corvette. По факту это у нас красный Lambo, просто в идеале. Пожелтела уже коробка за все то время, что он там продавался, или какие там с ним были приключения. Вот, ну вот как-то так. Я думаю, видно. То есть это у меня уже Lambo, я не знаю какой по счету. Хотел собирать изначально Porsche, в итоге у меня Lamborghini до Ferrari в основном. Ничего страшного, тем интереснее будет. Вот. На самом деле это только первая посылка. Ожидание было очень долгим таким, но в любом случае такие ожидания, конечно же, того стоят. Вот. Я сейчас жду уже там следующую посылку, номер 2, она уже где-то во Владивостоке, скоро должна прибыть. Так, дальше. Это у нас шло к одному лоту, это допы, так называемые, которые, к сожалению, наверное, не подойдут мне на эту серию автомобилей, но это X-Mods. X-Mods это американская попытка запустить конкуренцию к компании Kioshi. Естественно, у X-Mods все немножечко другое. Ну, моторы, в принципе, может быть, продам отдельно, да и все. Они мне не нужны. Тут какая-то цена даже непростая была. Вот. А смысл X-Mods в том, что они попытались создать что-то свое, но весь X-Mods выглядит, честно скажу, очень как-то, ну, не очень хорошо. То есть, если здесь, допустим, у нас детализация, можно взять любую машину, и на ней всегда найдется какая-нибудь особая деталь. Такая, которую, ну, нигде не встретишь. Вот. Как для примера, вот я сейчас только заметил, вот здесь противотуманки есть. Вот. Которых можно было бы не делать. То есть, с точки зрения производителя, можно все упростить, сэкономить и продавать. Так поступил X-Mods, в итоге у них ничего не получилось. Так, продолжаем. Че, уже спина затекает потихоньку. Так, здесь у нас импреза. Это очень долгожданная такая вещь. Почему? Потому что это импреза, черт не говорит. Это легенда, раллийная легенда, игровая и так далее. Вот, там тоже интересная получилась история с аукционом. Она мне досталась даже очень выгодно. Почему? Чувак, продавец, написал абсолютно новое. Затем он там объявил цену. Кстати, к ней моторы X-Mods были в комплекте. Вот. Он написал абсолютно новое. Он написал цену, все шло хорошо. А затем он ее открыл и сфотографировал отдельно. Нет, с ней никаких, нет там ни этих самых, ну вот колесо нужно поставить на место. То есть она не повреждена, она действительно новая. Но проблема в том, что у японцев понятие новое совсем не такое, как у нас. И поскольку он уже ее вскрыл и сфотографировал, это у них переходит уже в другую категорию товаров. Его заставили там, то ли я не знаю что, то ли настояли на том, что он в итоге снизил цену, аукцион прошел мимо, и там только одна моя ставка была, и все. Вот такое. Ну, колесико-то мы поставим на место.
Вот, да, для понимания, я этого не сказал, конечно, надо было это сказать. Абсолютно все кузова, которые идут вот так в коробках, вы можете просто поставить на полку и любоваться. Это очень красивое зрелище. Но это всегда классно выглядит, на самом деле. Но второй вариант, то есть она почему называется Autoscale Collection? Потому что вы можете вот так их выставить на полочке и любоваться, хранить, там, собирать пыль и так далее. Но второй вариант, который гораздо более интересный, вы снимаете кузов с этого постамента, ставите на ходовое шасси, вот, хоть на это, хоть на АВД, там, ну, там есть кое-какие ограничения, но в основном вопрос в ширине и в длине колесной базы, вот, то есть там больше-меньше, плюс там, ну, в общем, нюансов много, я об этом в отдельном видео расскажу. Вот, но смысл в том, что любой кузов у вас может не стоять на полке, а собирать пыль, вот, как это обычно у нас бывает при коллекционировании, а вы можете на нем кататься спокойно, там, хоть по квартире, хоть по треку, вот. Треки, кстати, делаются у нас, не знаю, надеюсь, не перепутал крышки, но не важно. Трек делается из пенки, он стоит тоже денег, но интерес заключается в том, что на треке люди устраивают целые соревнования. Так, это у нас коробочка, как говорится, с всякими плюшками. Этот ящичек шел в одном лоте с Subaru. Вот. Я пока... Ну, тут всякие запчасти, инструменты и даже вот шасси есть. Так я, наверное, никогда и не научусь их. Но Made in Japan написано. Японское шасси одного из, я надеюсь, из первых поколений. Я до сих пор не научился их различать, к сожалению. Вот, но есть человек, который поможет. Тут у нас всякая макулатура, кстати. А вот это очень важная газета. Да ладно, мы ее потом почитаем, конечно. Тут по АВДшной части что-то как-то. Ладно, это мы изучим потом, но это очень важная документация, потому что на самом деле интернет мало помогает в изучении, вот честно скажу, мало помогает в изучении всей этой темы. То есть, если нет вот этих вот, допустим, тот же список запчастей в интернете, не всегда можно его найти. Вот тут даже на 935 Porsche какие-то записи есть. То есть, казалось бы, да, сила интернета, там все, вся информация в доступе, но не в этом случае. Вот. Здесь у нас тоже какие-то запчасти, охлаждайки. Но это я потом разберусь. Теперь у меня есть еще и рыболовный ящик для наркотиков. Отлично. Так, продолжаем. Недолго осталось, мне уже что-то как-то... Это у нас, наверное, да, это то, ради чего тут у нас один человек очень ждет эту посылку. Вместе со мной ждал. Это у нас легенда из легенд. Вот. Да, ее даже упаковали очень так ответственно. Друзья мои, это М3 GTR. Вот. Ну и в принципе это все, что о ней нужно говорить. Одна из самых легендарных BMW. Или BMW, кому как нравится. Или BMW. Но она практически в идеале, вот за исключением одного зеркала. Ну вот так, это просто шедевр, конечно. Я думаю, мы поставим на нее цену в 1 000 000, и все будет супер. Так. Уже я потихоньку достигаю дна. Сейчас меня постучат оттуда. Это у меня 355-я Феррари. У меня такая уже есть красная. Вот, это желтенькая. Тоже упакована очень-очень ответственно. Ну, за исключением, конечно, японской радиоактивной пыли, которая с Фукусимы сюда залетела. Вот. Ну, да, есть повреждения, конечно, но тем не менее.
Это, я так понимаю, это крепежечка. Это, я так понимаю, 355 в обычной версии, то есть более классической. Зато, да, тут сменные фары тоже. Вот. А у меня еще есть 355 в версии Challenge или Competition или Challenge, я не помню, как правильно называется. Там небольшие есть дополнения к обычному кузову и спойлер такой. Очень красивый цвет, кстати. И что характерно, у нее есть ламба. Может, она, конечно, выгорела, но у нее и ламба разные цвета, разные оттенки желтого. То есть она более такая, как лимонная, а ламба просто желтая. Но тут нужно учесть, что компания Kyosho с 1999 года очень много привнесла изменений в свою продукцию. Все эти изменения, естественно, там пошли на пользу. И вообще удержаться на плаву внутри экономики Японии с таким товаром, очень таким узконаправленным, это, я считаю, очень крутое достижение. Вот. То есть они, по сути, пережили все кризисы японской экономики, все вот эти пузыри, так называемые. Это у нас вообще кто? Друзья мои, это просто нечто. Вот это, как говорится, малышка на миллион. Здесь даже еще какая-то накладная добавочная. Ну, да, накладная со стоимостью, еще какие-то там информация. Но у нас это уже не интересует, потому что это все внутри Японии происходило. Скотч похож на серпянку. Собственно, что у нас это такое? По-моему, я ничего не путаю. Сейчас. Это у нас Годзилла. Но я думаю, мы сейчас его откроем, потому что, собственно, Nissan Skyline GTR 32 в цвете Gun Grey, то есть типа оружейный металлик. Попытаюсь его, конечно, открыть аккуратно, но аккуратно это никогда не про меня было. Ну, давай хоть отсюда. О, отлично. Это легенда Японии, легенда японского автопрома, легенда японского игропрома, легенда, да чё только не легенда. Ну и, собственно, вот он. Его Величество Годзилла. Я думаю, тут все уже понятно и без слов. Это просто шедевр. Я на него, конечно, по-разному смотрел при покупке, потому что и цена там была не маленькая, но я думаю, он это заслуживает. Да, и что характерно, это у нас GTR просто 32 и есть GTR 32 Nismo. Он идет, значит, чуть-чуть там отличие в нижней губе бампера, решетка другая, и здесь под этим основным спойлером еще такой маленький лип-спойлер есть. Ну, собственно, вот как-то так. Это прям легенда из легенд. Так, я его прикрою от греха подальше. Это тоже снимем. Это мы сюда пока оставим. Так, ну, мы добрались. Я думаю, да, уже дно. Остается одна машина. Сейчас покажу. Собственно, вот все, что было в посылке. Это мы сейчас распакуем тоже. Ну и, собственно, вот как-то так. Так, вот это у меня вообще тоже такой один из достаточно важных лотов. Почему? Потому что это совершенно новый автомобиль. Вот. И самой последней вариацией пульта. Сейчас я попробую ее, конечно, правильно открыть еще. Это у нас NSX в цвете Valencia Red Pearl. Она, ну да, она тут привязана, конечно.
Немножко припылилась даже. Тут, как обычно, макулатурка. Вот как-то так, правда. Собственно, Валенсия. Собственно, так, сейчас вот так сделаем. И вот она, Валенсия. Там было написано, что работоспособность неизвестна, но с этим у нас все очень просто. Японцы обычно, ну, редко когда, если это магазин, то они редко проверяют работоспособность, потому что нужно ее сейчас отвязать, разобрать, включить, батарейки где-то найти и так далее. Вот. Они этого не делают, потому что у них там целый поток. Вот. Если же продавец-частник, то без проблем, они очень часто проверяют. Вот. Ну и, собственно, вот пульт последнего, насколько мне известно, последнего поколения. Made in Japan. Вот так. У него тут уже все настройки они сюда вынесли. Вот. А так, в принципе, ну, пульт и пульт. Что о нем рассказывать. Здесь еще допы всякие. Среди допов, ну, я это, конечно, в отдельном видео хотел вынести. В допах идет детали для расширения, собственно, колеи. Вот. Колесную базу можно удлинять без проблем вообще. Плюс конусы. Ну и инструментик тут. Я только не вижу ключа для колесных гаек. Но да, его может здесь и нету. А может, ну не знаю, ладно, не важно. Ключик-то у меня уже напечатанный есть. Поэтому так, попробуем мы, наверное. Нет, это надолго. Ну вот так пока покажу, по крайней мере. Хоть что-то видно. Припылилась она, как будто стояла где-то на витрине, что ли. А может, они и ездили. Ну, написано было, что абсолютно новая. Вот, я за нее заплатил тоже немаленькую цену. Вот. Но пока вроде бы все распаковали. Сейчас покажу еще раз. Собственно, вот эта вся посылочка на 5 кило. Вот. И еще раз пройдемся, значит, NSX в цвете Valencia Red Pearl. Это у нас M3 GTR, 355 Ferrari, VRX STI 2000, по-моему, второй это год, я точно не помню. Ну, глазастая импреза и глазастая. Это у нас Diablo 91 год, либо 99. Просто в некоторых источниках пишут Diablo VT, и он вот как раз со спойлером и с другими дисками. Но я еще не особо силен в этом всем. Golf R32, это, я так понимаю, 5-й Golf. Это у нас Хачироку, ее все знают. Celica GT4, дальше McLaren, который McLaren тогда еще с BMW сотрудничал, он не принадлежал Мерседесу. Тоже Diablo или Diablo VT. Ferrari FXX, тоже очень, кстати, довольно интересная машина. Вот я на нее не обращал внимания. На фотках она вообще стрёмно выглядела. Но вживую она отлично смотрится. Ну и, собственно, Его Величество Годзилла. Все, что нужно знать о японском автопроме, это можно выразить вот уже даже вот так вот. И уже будет понятно, что такое японский автопром. Ну пока на этом все. Ну что, дорогие мои зрителя, распаковочка завершена. Это у нас только вот первая посылка была, которая такая долгожданная. Вот, я получил очень, наверное, классные такие ощущения, впечатления, потому что как будто я побывал в Японии. Вот. То есть они упаковывают все по-своему, они очень серьезно относятся, в принципе, ко всему, что делают. Это касается как аукциона, так и упаковки, так и пересыла. Вот. Ну, то есть все очень серьезно. Вот. Это у меня в руках коробка от NSX красной, которую, ну, пока еще, честно говоря, я не знаю, что с ней делать. Я был уверен, что я ее оставлю себе. Вот. Может, я оставлю, может, и продам, не знаю почему, потому что, ну, она абсолютно новая, и мне она не особо, как бы, нужна, потому что, вот, я, скажем так, не особо привередлив к состоянию машины, вот, поэтому, в принципе, как бы, ну, мне не хотелось бы ее укатывать или там как-то насиловать, или вообще пользоваться, потому что, может, кому-то она более хорошую службу
как бы послужат, чем мне. У меня они просто стоят как коллекция на полке, вот, а кто-то, может, будет кататься и получит больше удовольствия. Ну, да ладно, речь не об этом. Вот, в принципе, все, что хотел об этой посылке, я рассказал. В дальнейшем я, скорее всего, сниму по каждой машине отдельный ролик. Это будут, может быть, конечно, короткие ролики, вот, но я хочу в более близком рассмотрении эти все машины показать, потому что там есть о чем рассказать. Это и качество покраски, и детализация, и все остальное. То есть очень много нюансов, очень много интересных моментов, которые действительно требуют огласки. Вообще, в принципе, почему я этим занялся? Потому что эта компания, вот, ну и вот так еще покажу. Эта компания на самом деле очень много лет работает, делает очень достойные вещи, но о них в принципе почти никакой информации нет на русскоязычном ютубе. То есть там я находил какие-то ролики, которые там 2-3 минуты буквально там вот машина такая, пульт такой, ездит так-то, все. Ну, а в более детальном рассмотрении они есть только на американских каналах, либо на японских, что в принципе ни то, ни другое нам не подходит, потому что ну там хрен что поймешь. Да, и можно посмотреть с субтитрами, но понять, более глубоко понять задумку японцев, она заключается в максимальной детализации этих машин и при этом с возможностью еще, то есть это компромисс между максимальной детализацией и возможностью на ней кататься хотя бы вот по столу, там по офису, неважно где. Вы ее в карман положили, взяли с собой, пошли кататься, вот. Ну, конечно, на улице, может быть, не покатаетесь, но есть трассы, есть специальные трассы из пенки, так называемой, на которых люди устраивают соревнования. И я очень бы хотел, чтобы у нас это все развивалось, потому что на самом деле это очень интересный продукт, который, да, он, конечно же, не дешевый, вот, может быть, не каждый сможет себе позволить такую вещь, но хотя бы прикоснуться к этой культуре, я считаю, это очень важно. Особенно для тех людей, кто, в принципе, уважает или хотя бы рассматривает как вариант японские автомобили, потому что здесь в этой серии, вот, они там, допустим, если эта компания, начиная с 99 года, они делали только суперкары, потом они перешли в более такие народные автомобили, и плюс все новинки автопрома. То есть, для понимания, сейчас, на данный момент, вот недавно вышел последний Corvette и последний AMG GTR, по-моему, так он называется, ну, Mercedes, в общем. Вот, и там, ну, это очень красиво, это очень здорово. Поэтому я бы хотел, чтобы гораздо больше людей узнали об этих, в принципе, об этой компании, естественно, об их продукции, вот, и попробовали прикоснуться к части культуры Японии, потому что после того, как эти вещи подержишь в руках, уже обычные всякие там клоны типа Well Toys, тот же самый Firelab, X-Mods и так далее, но это все уже не то, потому что здесь на очень многих, кстати, на очень многих коробках они не просто так, неспроста пишут отдельно, кстати, это, по-моему, даже отдельно наклейка идет, они пишут о том, что машина полирована вручную. То есть, ну, для понимания, каждая эта машина вот в ее объеме, в ее размере полируется руками японцев. Вот. Ну да, там уже чуть позже, ближе к 2000 годам и поздним 2000-м это все переехало, естественно, в Китай, но они не потеряли качество, не утратили, ну, то есть планку качества они держат на такой высоте, на недостижимой высоте для любых китайских производителей. Вот, поэтому я о чем и говорю, что чем больше людей узнает об этой компании и об этих машинах, тем лучше, потому что после того, как вы ознакомитесь с такими товарами, вы уже не захотите идти на какой-то там Алиэкспресс и покупать какие-то клоны. У меня этих клонов тоже достаточно, я их изучил в достаточной мере, и я скажу, что это совершенно другая тема, то есть это легко проследить по обзорам. На любых обзорах китайских клонов этих машин, пусть это 28-й, 24-й масштаб, либо даже 18-й, всегда упор делается на максимальную скорость. Но кому она нужна? Вот кому нужна максималка на вот такой вот вещи в 70 км в час? Я лично этого не понимаю вообще никак. И совсем другое дело, когда у вас машина похожа на машину, когда ее можно поставить на полку и просто наслаждаться, вот, наслаждаться качеством, наслаждаться покраской, очень крутой покраской. Вот. И ну, просто вот эта детализация, там те же даже наклейки, ливреи, там в гоночных модификациях
даже работает аэродинамика, да, на полном серьезе у этих машин работает аэродинамика. Это все давно проверено, доказано, об этом есть тоже ролики на ютубе с помощью фена, но фена для волос, а не другого фена. Вот, и я о чем, то есть моей целью является вот приобщить людей в русскоязычном ютубе к этой всей тематике. Вот, ну и я надеюсь на какую-то поддержку. Думаю, будем развиваться, я поснимаю еще, думаю, много роликов на всю эту тему. И надеюсь, вы меня поддержите. Ну, пока вроде бы на этом все. Всем хорошего настроения и пока. До следующих серий.